Приветствую всех на канале. Очередной ID к нам в работу попал. На этот раз ID6 с пробегом в какие-то сумасшедшие 37 километров. Автомобиль абсолютно новый. Еще в пленке. На руле даже наклейка. Но проблема здесь заключается в том, что не выходит на связь блок 6C. Это блок камеры заднего вида, и вообще не работает обзор 360 градусов. Хотя здесь камеры есть. В общем, будем разбираться, что у нас и почему не работает камера 360. В общем, при диагностике нас привело к вот этому блоку. Это блок, который отвечает как раз за круговой обзор. И он стоит под сиденьем с правой стороны. И вот как раз наш электронщик пытается разобраться, что с ним. Потому как пока что непонятно. 36 километров пробега, а блок не включается. Питание на него идет, но он пока работать не хочет. И вот он сейчас пытается разобраться, что же здесь такое. Почему на машине с 36 километрами пробега автомобиль вообще абсолютно новый. Все еще в чехлах, но уже пришлось разобрать салон. Кстати говоря, уже видно было, что сиденья снимались. Видимо, кто-то что-то уже пытался сделать с ними. В общем, теперь пытаемся мы разобраться с этим делом. Ну, на левом сиденье шлицы были забиты. О, тут есть напруга. А тут нет. И тут нет. О, давай тепловизором посмотрим, он, наверное, греется. Давай. Это, короче, микруха довольно навороченная. Шим-контроллер этого самого. Куча маленьких напряжений, который не хочет работать. Но он, возможно, должен ждать посылку по конлинии. Надо еще дотошить на контрансивер смотреть. Но контрансивер не запитан, поэтому в чем дело. Не, ничего не греется. Включено, ничего не греется. Так, ну что, я предлагаю скачать документацию, потому что... Ну да, если не получается отремонтировать так, то приходится изучать матчасть. Проверили все, что можно было проверить, и заодно прозвонили компоненты. И что было обнаружено? Был какой-то мусорок на ножках процессора. И, видимо, он что-то и подкорачивал. Из-за этого у нас блок не выходил на связь. Сейчас же у нас, после удаления продувки этого мусора, который там попал, то ли олово, то ли стружка какая-то, у нас блок начал выходить на связь. О, Господи. И камера начала работать. Круговой обзор работает. А камера 360? Ну вот же видно все. А, Просто тут двери у нас то открыты, то Понял. еще что-то. а вот так вот. Вроде как все красиво, но что-то где-то не дорабатывается. Салон собран. И камера работает. Камера 360 работает и камера заднего вида. Вот так вот. Всего лишь какая-то соринка была в блоке и привела к последствиям, что он не работал. Очередной новый ID4 к нам в работу попал. Пробег 185 километров. Абсолютно новая, еще в чехлах. Но здесь каких-то глобальных поломок нету. Просто какая-то проблема с замком. Не открывается задний багажник, не открывается крышка багажника. И сейчас пытаемся разобраться, что же с ним такое. А ну, Саня, расскажи, что ты уже нашел. Значит так, дотяжка работает, привода работают, концевик видит. Получается, либо не работает моторчик привода, либо не поступает сюда питание на него, управляющее. Вот сейчас будем разбираться. Значит так, у нас 4-й пин — это управление моторчиком, 3-й — это земля, 1-й, 2-й — это концевики. Сейчас проверим. Земля есть.
концевики. Подожди. Открылся. Концевики видно, что сработали. То есть у нас нету плюса. Ну, Ну, плюс же, по идее, подается, когда ты откроешь багажник. Да, вот. Сейчас мы проверим плюс. Теперь вот мы ставим на плюс. И пробуем нажать. Приходит. Вот. Как показывает прибор, проблема где-то здесь. Моторчик почему-то не хочет работать. Хорошо, а если подать лампочку, подается питание? Лампочка Сейчас загорится? принесем. Более чем. А, видишь, у нее с таймером. Нажал, Но моторчик она работать не включается, хочет. да, моторчик не работает. Можно разобрать, посмотреть. Вот и новый Volkswagen. То Да. одно не работает, то другое не работает. Покупайте ВАГ. Das Auto. Ну а теперь посмотрим, что ж ВАГ такое наделал, что новые запчасти уже не работает. Да, сразу оговорюсь, что это все-таки китайский ВАГ. Вскрыли немножко замок этот и обнаружили, что просто не доходил контакт. Вот здесь. Получается, здесь контакт на мотор, и он просто не доходил с замка. Не в самом этом разъеме, а внутри. И сейчас все работает. То есть оно все рабочее, но было немножко недоделанное. Теперь можно проверить, чтобы они полностью фиксировались полноценно, и можно будет собирать. Вот так вот. Покупаешь новую машину, но здесь хорошо, что этот дефект выявили продавцы. И именно продавцы нам этот автомобиль привезли. И из таких мелочей, в общем-то, состоят китайские автомобили. Вроде как и мелочь, но это здесь не было контакта. Был ID4, не знаю, возможно, это будет в одном ролике. Был один ID4, в котором было просто мусор в блоке, из-за этого он не работал. Но может быть все и немножко посерьезнее. И помпа стояла, помнишь? Да, и помпа была заклинившая. В общем, на новых машинах вот такие вот проблемы. Официалы делают предпродажную подготовку и устраняют дефекты, которые могли возникнуть. А здесь, по сути, тоже продавцы устранили, сделали предпродажную подготовку. А если автомобиль заказываешь сам, то, по сути, предпродажную подготовку делает сам владелец автомобиля. В общем, вот такие вот мелочи, но они есть. На самом деле это видео не для того, чтобы отговорить от покупки нового автомобиля. Суть всей этой ситуации в том, что и с новыми автомобилями других марок есть такие проблемы, но они все остаются внутри официального сервисного центра, который их продает и обслуживает. И сомневаюсь, что руководство сервисного центра разрешит выкладывать подобные видео в сеть. Ну а так как мы не являемся неофициальными дилерами какой-либо марки и не скованы требованием о неразглашении информации о технических поломках, то и ознакомливаем наших зрителей с подобными ситуациями. Поэтому, если не хотите пропустить новых видео по ремонту электромобилей и гибридов, то подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а я, в свою очередь, хочу поблагодарить Збройные силы Украины и, в частности, ПВО за их работу. И не забывайте, что только благодаря им у нас относительно безопасная жизнь. И поэтому всех зрителей прошу не забывать поддерживать Збройные силы Украины, кто чем может. До скорых встреч, всем пока и мирного неба над головой.